Ну что, друзья, давайте начинать. У нас сегодня пилотный выпуск нашей встречи с потенциальными инвесторами компании Goldex. Я думаю, мы будем проводить такие встречи регулярно. Если вы вдруг что-то пропустите или у вас будут какие-то дополнительные вопросы, вы всегда можете нам их задать. Формат сегодняшней встречи следующий. Я думаю, мы уложимся примерно в 40-50 минут. Мы с коллегами покажем вам суть нашей технологии, расскажем о том, чем мы занимаемся, сделаем определенные предложения. Если у вас в процессе будут возникать вопросы, вы можете писать их в чат, и мы постараемся по мере разговора на них ответить. Вот. И в конце можно будет позадавать какие-то прям вопросы голосом, подключиться, и мы постараемся на это ответить. Итак, сегодня 27 апреля 2023 года мы с радостью представляем вам презентацию инновационной золотодобывающей компании полного цикла Goldex. Давайте начинать. Итак, меня зовут Дмитрий Плучевский, я являюсь основателем компании Goldex Global, изобретателем Goldex Robot. Это машина, про которую мы сегодня будем вам рассказывать. У меня достаточно большой опыт в области работы с физическим золотом. Я являюсь акционером и членом совета директоров компании Мосгорломбард. Это старейшая ломбардная сеть в России, которая в Москве насчитывает порядка 107 объектов на данный момент. Компания динамично развивается. У нас десятки тысяч клиентов в Москве. И поэтому мы знаем очень много про золото. Все. Также я являюсь соучредителем и основателем компании «Лот Золото». Это компания-лидер российского рынка по переработке вторичного золота. Все, что мы знаем про золото, сегодня мы вам расскажем. Поможет мне мой коллега Евгений Городилов, это управляющий партнер АО Goldex, операционный директор, человек, который непосредственно занимается в ежедневном режиме операционной деятельности, занимается работой с развитием сети, с привлечением инвесторов. Все это сегодня вы его услышите. Ну, давайте немножко поподробнее расскажем, на каком рынке мы работаем. Мы работаем на вторичном рынке золота. На самом деле это весьма большой рынок. Ежегодно в России продают вторичного золота, ненужных колечек, сережек, цепочек, всего, что с этим связано, на сумму порядка 75 миллиардов рублей, но при всем при этом это составляет только 2% от общего объема ненужных ювелирных изделий, которые есть у граждан России всего на руках. В принципе, эта картина, она такая же, как и в других странах, она ничем не отличается, но при всем при этом более 1500 тонн золота находится в данный момент на руках россиян. И вот эти 2%, которые золото продают, это люди, которые уже в силу ряда причин нуждаются очень сильно в деньгах. Они обычно ходят в ломбарды, в скупки, а остальные 98% граждан, они не очень хотят посещать ломбарды. Для них это все-таки какая-то определенная черта, за которой они не хотят заходить. Это так исторически, психологически сложилось. Поэтому очень редко люди, которые не нуждаются остро в деньгах, идут и продают свое старое золото. Они считают, что пусть лежит на черный день, неважно, что потеряна цепочка, неважно, что не будут они никогда носить этот браслет, вот оно лежит и, соответственно, не приносит никакой пользы. И наш проект нацелен на то, чтобы люди могли в комфортных для себя условиях реализовать ненужные старые ювелирные изделия, а на полученные деньги купить что-то нужное и полезное. При этом это достаточно маржинальный бизнес. В ломбардах маржинальные скупки составляют порядка 40%, то есть дисконт от стоимости золота в изделии достигает 40%. Растет потребность в деньгах, соответственно, все больше людей задумываются о том, чтобы порыться в своих шкатулках, что-то продать. Мы как раз нацелены на то, чтобы обеспечить им этот процесс в максимально комфортных условиях. Не секрет, что появился новый рынок инвестиционных слитков. Это в связи связано с тем, что в прошлом году были
отменены НДС на золотые слитки, и люди все больше стремятся к тому, чтобы их покупать, и в какой-то момент у них возникает вопрос с тем, что это надо продать. Таким образом, мы строим нашу золотодобывающую компанию, как мы ее называем, на вторичном золоте. В этом заключается первая ее уникальность, то, что сейчас таких компаний нет. Потенциально вот то, что 1500 тонн на руках населения, это вот наши так сказать, золотые запасы, они все время возобновляются, потому что ювелирный рынок в России, он составляет порядка 20-25 тонн, если брать в весовом выражении. А при этом так вот плотно этим рынком особо никто не занимается, потому что он достаточно операционно сложный. Но мы как раз разработали технологию, про которую я вам сегодня буду рассказывать, которая предназначена для того, чтобы автоматизировать все эти процессы. Итак, речь идет о том, что мы разработали золотоматы. То есть, что такое золотоматы? Это роботы, которые могут оценить состав металла в любом изделии и за 4 минуты предложить клиенту какую-то выкупную стоимость на это изделие. Это может быть и золото, и серебро, и цепочки, и монеты, и сережки, то есть все, что содержит в себе драгоценный металл. При этом, естественно, если изделие не содержит драгоценный металл, мы об этом знаем и человеку говорим, что, к сожалению, золото в изделии не обнаружено. Собственно, машина может работать в 3 режимах. Она может покупать, она может продавать, она может принимать на хранение и потом обратно выдавать. При этом мы перечисляем деньги людям по безналичному расчету, мы не работаем с наличными, мы используем систему быстрых платежей. Мы, естественно, проводим полную идентификацию, то есть у нас нет возможности снять с кого-то ночью сережки и отдать нам. То есть у нас все максимально зарегулировано, все машины стоят на учете в пробирном надзоре. Мы подключены к системе ГИИС ДМДК, это новая система в России, которая управляет оборотом золота. Собственно, дополнительным преимуществом нашим является то, что мы используем неразрушающие методы диагностики изделий, слитков и монет. То есть то, что в ломбардах изделия раскусывают, цепочки, колечки пилят, мы, соответственно, делаем это все без какого-либо вреда для изделий. У нас есть все необходимые лицензии, и вот эту технологию мы разрабатываем уже достаточно давно. Сейчас я расскажу, как это работает. Работает это за счет того, что в золотоматы встроены спектрометры. Это высокотехнологичные приборы, которые с помощью рентгена флуоресцентного анализа определяют состав золота. Вот здесь вы видите интерфейс наш внутренний, то, как машина видит изделие. Как вы видите, мы фотографируем клиентов, мы фотографируем изделия, проводим спектральный анализ, имеем полную раскладку по всем металлам, и дальше мы проводим гидростатическое взвешивание. Что это такое? Это взвешивание изделия в воздухе и в жидкости. За счет этого мы понимаем, за счет разности веса в воздухе и в жидкости понимаем плотность, и сопоставляя эти два фактора, мы принимаем какие-то решения по тому, золото это, серебро, какой проба это золото, сколько там золота всего в процентах, и глядя на стоимость золота на бирже, на московской бирже в первую очередь, мы предлагаем клиенту какую-то выкупную стоимость, которую он мгновенно может получить. За всеми операциями у нас наблюдает супервайзер, оператор, который может вмешаться в решение машины, но в основном они работают автономно. Технология уникальная в мире, таких больше машин нет. Для ее создания потребовалось более 5 лет, 700 тысяч строк кода. Технология достаточно испытана уже. Мы прошли акселератор Госзнака. Госзнак – это государственное предприятие, которое производит максимальное количество в Восточной Европе инвестиционных монет Георгий Победоносец для Центрального банка. Вот мы имеем очень подробный протокол испытаний, заключение, что машина работает, что она действительно определяет и золото, не золото. Мы прошли финтех-песочницу Центрального банка, это департамент финансовых технологий, так называемый финтех-песочница, где мы получили высокие оценки, положительные заключения. Естественно, есть сертификат безопасности, и сама технология, она защищена патентом. То есть это то, что делает нашу компанию защищенной от больших
недропользователей, от больших компаний, которые имеют многомиллиардные инвестиции. То есть вот им повторить все то же самое будет достаточно сложно. Собственно, вот до этого я рассказывал про то, как мы делаем технологию, как она работает. Но я бы хотел, чтобы Евгений сейчас мне помог и рассказал о том, как все-таки эта технология превращается в бизнес, как непосредственно на местах мы добываем золото в торговых центрах Москвы, Санкт-Петербурга. И Женя нам сейчас поможет. Жень, расскажи, пожалуйста, как это происходит. Так, минуточку, сейчас, секунду, я попробую переключить сначала на себя. Ты, может, пока экран, может быть, и не стоит там расшаривать, я, наверное, должен сначала показать аппарат наш там, да, вот. Если кто не видел, ну, большинство, скорее всего, видели, уже знакомы с этим аппаратом, вот. И я, в принципе, хочу показать сейчас как процедуру, как происходит, собственно говоря, продажа. Вот у меня в руках слиток 20 грамм с Красноярского завода цветных металлов. Вот. И мы сейчас его прямо в прямом эфире, мы сейчас попробуем его продать. Вот. То есть у нас идет первичная идентификация клиента по номеру телефона. Вот, я веду свой, он известен всем, большинству людей. Мне пришла уже смс-ка, сейчас, секундочку. Один момент. Вот. И, в общем-то, мы начинаем то самое взаимодействие, там, поместить изделие. Вот, у нас открывается приемное окно, вот, мы туда помещаем слиток, вот, и, да, соглашаемся, что, да, изделие внутри, да, немножко подскрипывает, ну, не страшно, вот, все нормально. Начинается оценка изделия. Сейчас, в первую очередь, изделие пройдет спектральный анализ. Это, так сказать, первый контур проверки изделия. Далее, после спектрального анализа у нас гидростатика, и потом уже наша система будет сравнивать показатели и определит полный состав изделия, да, то есть мы понимаем вообще, в принципе, там, какие металлы присутствуют, и предложит мне его выкупить, этот аппарат. Вот. Жень, давай я покажу свой экран на секундочку. Я хотел бы Давай, показывай, да. То, что мы видим Пока машину. У нас есть целых 3 минуты. В режиме реального времени мы видим, как начались эти испытания. Вот эта машина, которую сейчас Женя вам показывал. И сейчас вот мы его тоже сфотографировали этот слиток 20 грамм. И, соответственно, сейчас в течение 4 минут произойдет диагностика. Пока идет диагностика, я хотел бы, Жень, тебя попросить, чтобы ты немножко рассказал о нашем пилотном запуске, о работе наших точках. Вот сейчас на экране слайд с результатами этого пилотного запуска. Расскажи, пожалуйста. Да, минуточку, сейчас я сориентируюсь, где я. Сейчас видно на презентацию, насколько я понимаю. Да. Итак, смотрите, мы запустили в августе 2021 года, было открыто 6 точек Goldex Point, мы их называем, в Москве и Санкт-Петербурге. Мы провели очень большое количество экспериментов по местоположению, по, собственно, трафику людей, которые проходят, по привлечению клиентов. И в целом уже вот спустя больше, чем там уже год, там, да, то есть сколько прошло уже, ну, практически скоро будет 2 года, да, у нас есть определенное понимание, где ставить аппараты, как привлекать людей к этим точкам, потому что, скажем так, эксперименты показали, что органический трафик на этих точках, он на самом деле составляет не самую большую часть, потому что, ну, так как пока аппараты еще не широко известны, соответственно, людям нужно откуда-то это узнать.
Мы научились управлять этими потоками, и, в общем-то, люди идут и получают максимально комфортный сервис. И что важно, мы вскрыли тот пласт людей, которые никогда не ходят в ломбарды, они не ходят вот в какие-то непонятные скупки. Это те люди, у которых действительно лежит что-то дома, условно, купленное несколько лет назад, и сейчас, когда они это продают, то есть им приятно даже взаимодействовать с такой машиной, да, то есть комфортно. И когда они что-то продают, они очень удивляются, почему это мы покупали там кольцо за 3000 рублей, а сейчас оно там, машина это купила за 9000. Очень счастливые, довольные люди уходят обратно. Вот. Давайте сейчас, пока машина проводит диагностику, мы попросим подключиться нашего сотрудника с одной из реальной точки, которая находится в Москве. Кирилл, тебе слово. Покажи нам. Коллеги, здравствуйте, дорогие инвесторы, здравствуйте. Меня зовут Карабин Кирилл, я отвечаю за инвестиции в нашу компанию Goldex. Сейчас я нахожусь по адресу метро Дубровка, торгово-развлекательный центр «Мозаика». То есть это выглядит примерно вот так. Сейчас я подойду к нашему золотомату. Здесь рядом обязательно находится наш консультант, профессионал своего дела. Золотомат выглядит таким образом. Обязательно стойка, на которой есть листовки, вся информация. Консультант вас обязательно проконсультирует. Подойдем поближе к золотомату. У него есть витрина золотых монет и серебряных, БУ и новых. Также в дальнейшем здесь планируется быть еще слитки. Продать изделия, Евгений, вам слово. Здесь сразу скажу, что здесь тестовый у нас, это тестовый аппарат, то есть на стоимость не надо обращать внимание, но он покажет нам, собственно, какой вес изделия, какая проба изделия, на это можно ориентироваться. Чтобы было понимание, если это касается лома ювелирных изделий, каких-то, там, не знаю, цепочек, колец и так далее, то мы это все примерно покупаем на сегодняшний день биржа минус до 30%. Вот. Если это касается, вот, как сейчас я, слитков, то в среднем это биржа минус 6-7%. Дело в том, что вот я даже сейчас тестирую, как раз вот показывает нам система, что оценка завершена. Он определил, что это 999 проба, вес 20,05, и это, скорее всего, достаточно точно. Но стоимость 10 рублей, это тестовая стоимость, прошу не обращать внимания. Скорее всего, это стоило бы сейчас примерно 4700 и 4700, это 9, где-то примерно... Наверное, будет, если грамм 4700, помножьте, пожалуйста, я сейчас не успею сказать. Вот. Давайте, Смотрите, коллеги, я покажу вам, что мы видим как машинное покажите, зрение. пожалуйста. Значит, как мы и видели, здесь машина видит результаты, они за счет того, что слиток имеет там, не упакован герметичный пластик, мы видим немножко поменьше пробу его, но нас это не смущает, потому что мы все это округляем и в итоге принимаем вот такое вот решение о том, что мы его скупаем. Да, Дим, спасибо. Я как раз сейчас на мне изображение, правильно я понимаю, да? Да. Вот, я хотел показать, да, нам приходится в любом случае вынимать из вот этих пакетиков эти слитки, но так как мы используем неразрушающие методы и подтвержденные, опять же, госзнаком, то слитки, в общем-то, никаким образом не портятся. Скажем так, вы же сами все прекрасно понимаете, что этот пакетик, можно его всегда сделать, поэтому вскрытие пакета, на которые многие очень боятся вскрывать такие пакеты, это никак не влияет на нашу оценку нашими аппаратами этих слитков. Поэтому, если вы принесете нам вскрытые пакеты и даже поцарапанные слитки, мы с удовольствием у вас их приобретем. Вот, это давай, значит, Жень, верни, пожалуйста, слиток нам. Давайте вернемся к экономике, экономике нашей машины. Продавать не будем за 10 рублей? Да.
Ну, на самом деле, вы сейчас бы выручили за него 94 тысячи примерно, вот, то есть вот за этот 20-граммовый слиток. Вот, возвращаем изделие, сейчас нам все вернется. Да, Жень, давай озвучим финансовые результаты, которые мы достаточно устойчиво получаем, в том числе на той точке, которую нам показал Кирилл. Сейчас на экране открыт слайд презентации с Да, показателями я ее вижу. работы. Спасибо, Дим. Да, спасибо. Смотрите, если брать статистику там, за прошедший год, за прошедшее время, мы вывели определенные цифры. Эти цифры, ну, то есть можно уже смело говорить о вещах, сейчас, секундочку, я как раз вот, что среднее количество скупленного лома у нас ювелирных изделий на машину это примерно 300 грамм. Могу сказать однозначно, что это далеко не предел. Некоторые машины могут стремиться к полукилограмму и даже выше. Вот. Средняя прибыль с учетом скупки золота и продажи монет с одной машины это где-то примерно 380 тысяч. Опять же, это тоже цифра не конечная, потому что мы очень, ну, постоянно практически работаем над повышением рентабельности точки. Это достигается за счет того, что мы не только, например, скупаем лом или продаем монеты инвестиционные, золотые и серебряные. Мы, например, и биметаллические стали продавать монеты. Например, перед Новым годом очень хорошо продавались жетоны в виде зайцев, символ этого года, какие-то календари с жетонами госзнаковскими. Также это может быть и подарочная упаковка и так далее. То есть над маржинальностью точки мы работаем постоянно. Затраты на аренду точки это заработная плата сотрудников, которые консультанты, это аренда. И какие-то косты в виде, опять же, там, наших техников, которые обслуживают эту точку. Чтобы было понимание, то есть вот мы, средняя стоимость, по которой мы скупали металл, это вот 1560 рублей. Это уровень добычи золото мировыми компаниями. Вот мы с Димой не так давно сидели, сколько стоит добыть 1 грамм золотодобытчикам где-нибудь, какой-нибудь крупных компаний. Есть такие статистические данные, их можно найти в интернете. Вот. И, в общем-то, мы пришли к выводу, что у нас даже при наших вот таких скромных по сравнению с теми компаниями вложениях, мы уже на их уровне. Если мы будем дальше развиваться, то, конечно же, добыча ресайклинг золота, которое перерабатывается, оно будет в разы выгоднее. Вот. Поэтому это направление, оно достаточно, не просто достаточно перспективно, а одно из, наверное, самых перспективных в добыче золота. И именно поэтому мы называемся компанией, золотодобывающей компанией нового типа. Да, спасибо большое, Жень. Я добавлю то, что я хотел добавить, что, конечно, золотодобывающие компании, у них есть своя рентабельность, и лучшая компания Полюс, она имела несколько лет доходность порядка, себестоимость добычи там $600 на унцию, сейчас это уже 1200, то есть себестоимость добычи растет, стоимость золота и в рублях, и в долларах она растет, поэтому появился именно вот этот вот момент для более интенсивного инвестиций в добычу вторичного золота, чем мы, собственно, и занимаемся. Давайте пройдем к следующему слайду, как мы его продаем. Жень, расскажи нам, пожалуйста, про это немножко. Да, немножечко. Если можно, только зафиксируй камеру, пожалуйста, потому что ты все время двигаешься, немножко надо на месте. Я могу, Дима, красиво, нормально. Да. Все скупленное золото мы инкассируем собственной службой инкассаторов, они же и техники. То есть сейчас в данный момент это такая служба, которая в стадии становления, в плане того, что если мы масштабируемся, то, конечно же, это будет прям значительное подразделение, которое будет обслуживать, которое будет забирать металл.
Мы не накапливаем на точках большое количество металла, это и в целях и безопасности, и в силу того, чтобы, ну, даже при всем при том, что основная часть наших аппаратов всегда находится в каких-то крупных торговых центрах и под охраной, то мы в любом случае, мы где-то примерно делаем инкассацию раз в неделю, раз в 2 недели, не накапливая весь этот металл. Дальше этот металл поступает, опять же, в нашу компанию трейдера ювелирного лома, где он проходит первичную обработку от камней, каких-то вставок, может быть, ненужных. А после этого металл отправляется на аффинаж, на один из заводов, государственных заводов, государственных и коммерческих заводов по аффинажу, которые находятся в реестре Центрального банка Российской Федерации, аффинажный завод. Вот. Дальше этот металл аффинируется, то есть он избавляется от всех ненужных примесей, выводится в стадию, когда он становится снова 999, он очистки 99,99%, и из этого там получается гранулы из него, и из гранул уже изготавливаются слитки. Ну, в нашем случае мы на Приокском заводе цветных металлов изготавливаем слитки маломерные, то есть до 1 килограмма, от грамма до килограмма. Эти маломерные слитки, опять же, поступают уже в банк-партнер и реализуются онлайн через нашу витрину различным физическим лицам и инвесторам физический металл. Да, спасибо, Жень. Я как раз хотел продолжить немножко рассказ про то, как мы это продаем. Дело в том, что мы можем продать все, что купили, мгновенно, вот в любом объеме, так как золото – это commodity, то у нас вообще нет проблем с реализацией. То есть есть биржевая цена, которая устанавливается биржей или центральным банком, есть учетная ставка на золото, и по этой цене мы можем продать все, что скупим моментально. То есть у нас не возникает проблемы с реализацией того, что мы добыли. Но мы пошли немножко дальше и решили, что нам действительно надо быть компанией полного цикла, и в этом вторая наша инновация. То есть если первое – это то, как мы золото добываем, то вторая инновация заключается в том, как мы его реализуем. Мы решили, что это неправильно отдавать реализацию кому-то еще, потому что доход от реализации мерных слитков, он доходит до 10%. То есть если мы говорим про мерные слитки малого размера, там 1 грамм, то наценка к биржевой стоимости, помимо себестоимости производства, составляет до 10%. Ну, то есть если слиток большой, это 1%, если слиток маленький, то 10%. Поэтому мы решили попробовать самостоятельно попродавать все, что мы добываем. Мы заключили партнерское соглашение с банком и в итоге запустили витрину, которую назвали Invest in Gold, на которой мы отображали наличие слитков, мы запустили сервис бронирования, подключили онлайн-оплату, предложили дополнительные услуги, такие как покупка с хранением в банке. В будущем мы планируем из этого сервиса делать уже мобильное приложение, куда будем добавлять специфичные для мобильного приложения функции. Но одна из них – это кредитование покупок золота, привязка платежной карты, другая функция. И также очень интересный функционал, который мы считаем нужен сейчас инвесторам в золото, это так называемая виртуальная полка. То есть это функционал, позволяющий учитывать стоимость всего того золота, которое человек хранит дома под подушкой, закопал в огороде. Он просто указывает, какое золото в каком виде у него есть, и мы учитываем стоимость его портфеля. Вот это мы как раз в этом году приступаем к разработке этого приложения на базе той витрины, потому что результаты, которые мы получили, они даже нас немножко удивили, потому что запустив в конце октября прошлого года сервис по продаже золота, мы его продали намного больше, чем мы его, скажем так, добываем, потому что у нас сейчас всего 6 машин, не все из них работают на среднюю мощность, потому что мы меняем их локации, перезапускаем, а вот
продали мы золото достаточно много. И нам кажется, что нам это позволяет продавать даже чужое золото. И таким образом мы готовы к тому, чтобы через свою витрину продавать не только золото, которое мы добыли, но и золото, которое добыли другие недропользователи. И разговоры с такими недропользователями мы уже ведем. Это крупные добытчики, там, Васильевский рудник, Ксеневский прииск, ну и так далее. То есть здесь у нас есть перспективы стать одной из ключевых точек реализации золота, потому что мы будем делать это через онлайн с применением разных новых интересных технологий. А сейчас я хотел бы показать вам отзывы, которые оставляют нам наши клиенты. То есть самая важная инновация нашей работы, то, что мы учимся взаимодействовать с клиентами, которые в принципе не нуждаются в данный конкретный момент в деньгах, но при этом у них есть старое ненужное золото. И вот мы работаем с ними через социальные сети, через сообщества. Мы рассказываем им о пользе реализации старого ненужного золота, применяем аргументы, связанные с экологией, потому что добыча золота – это очень неэкологичный вообще бизнес, и многих это интересует, потому что помимо денежной мотивации есть еще некая социальная ответственность, потому что каждый человек, который продает старое ненужное колечко, помимо 10 тысяч рублей, которые он получает просто так, по сути, да, он еще и сохраняет порядка 20 тонн, скажем так, почвы, которая иначе бы засорилась токсичными отходами от золотодобычи. Вот. Последнее, что я хотел бы рассказать вот из общего обзора, и даже не рассказать, а показать, перед тем, как мы перейдем уже к непосредственно нашей компании как бизнесу, это то, как мы производим эти машины. Дело в том, что я уже упомянул, что технология запатентована, она принадлежит нашей же компании Goldex Global, и наше российское подразделение, про которое мы сегодня вам рассказываем, оно имеет исключительные права на покупку и эксплуатацию таких машин. И у нас есть собственное производство, оно пока небольшое. Я бы хотел, чтобы нам его показали. Дмитрий, ты с нами? Всем добрый вечер. Да, сейчас я покажу вам производство, которое находится в Казани. Вот здесь вы можете видеть, происходит, так сказать, железная сборка. Вот стоят в производстве аппараты. Вот это, кстати, очень интересно. Это самый первый аппарат, который мы делали тоже тут в Казани. Вы можете его где-то в интернетах, наверное, найти, будет интересно. Здесь у нас вот техники. Дальше мы проходим, где происходит электронная обвязка аппаратов, где сидят программисты низкого уровня, которые программируют все эти железки, которые обвязывают все это проводами. Работа кипит. Также мы хотим расширить производство. Вот уже сняли, в общем-то, дополнительное помещение, то есть производство будет расширяться еще в 2 раза. То есть мы уже, можно сказать, будем не небольшим производством, а достаточно таким знаковым. Да, спасибо, Дмитрий. Собственно говоря, программисты у нас высокого уровня. Дмитрий имел в виду, что это работа на уровне железа идет. Дело в том, что действительно эти машины – это роботы, в которых очень много разных компонентов, и мы имеем возможность их адаптировать, по сути, под любого партнера, под любого клиента. Собственно говоря, я бы хотел перейти к результатам, которые мы имеем как компания на сегодняшний день. За первый квартал, если считать и продажу золота через нашу витрину и скупку, мы имеем выручку порядка 100 миллионов рублей. Это, еще раз повторю, всего лишь на пилотной версии витрины и на, по сути, 3 машинах, которые работают так, как надо. Всего мы до конца года планируем 17 машин. Вот, поэтому сейчас уже то, что Дмитрий нам показал, это уже кипит, скажем так, производство новых машин, чтобы мы могли их как можно быстрее запустить.
Тем не менее, если смотреть отдельно направление онлайн-продажи, то вот эти 10% там, дополнительной маржи, которые мы имеем, оно уже позволяет говорить о том, что онлайн-витрина уже является прибыльным и растущим направлением нашего бизнеса. Сейчас мы подобрали 29 точек, где мы хотим запустить наши машины. Всего у нас их 17, как я уже говорил, до конца года будет запущено. Из важного хотел добавить то, что мы планируем развитие нашей компании по франшизному принципу, но не франшиза в чистом понимании, что вот индивидуальные предприниматели, это тоже будет где-то в каких-то городах, они будут запускать эти машины отдельно, но все-таки сейчас мы ведем достаточно серьезные переговоры с крупными банками и с представителями ювелирной отрасли. Вот отдельный кейс с ювелирами очень интересен, потому что у них идет стагнация ювелирного рынка, и разгрузить граждан от старых ювелирных изделий, чтобы они могли покупать новые, им это очень интересно, при том, что они могут давать не обязательно деньги за старое золото, они могут давать купоны, которые позволяют у них же потом этим людям покупать новые ювелирные изделия, и за счет этого они могут давать такую цену, которая за золото старое, которую ни один ломбард никогда не даст. Для банков тема физического золота, наоборот, интересна больше с точки зрения инвестиционных слитков, их в меньшей степени интересует добыча, как мы это называем, золото, их больше интересует обратный выкуп инвестиционных слитков. То есть эта проблема не решена пока нигде там, на уровне банков и не автоматизирована, и поэтому мы здесь представляем для них большой интерес. То есть мы несколько лет им до этого рассказывали о том, что у нас есть такие вот замечательные машины, только сейчас вот они вернулись уже с предложениями пилотных проектов, с какой-то предложением совместного бизнеса. Все это будет частью нашей большой холдинговой компании, что может быть совершенно не конкурирующий пилот с Альфой, совместная компания с Альфой, дочерняя компания совместная со Сбером, с ювелирами и так далее. То есть это все будет, естественно, там часть принадлежать нашему акционерному обществу, часть непосредственно нашему большому партнеру, франчайзинговому партнеру. Но, и, естественно, планируется и мелкая франшиза попозже, когда мы отработаем технологии. Собственно, вот здесь находится QR-код, вы можете прямо сейчас его сфотографировать и по нему перейти на Google документ, где расположен подробный бизнес-план развития нашей компании, где указаны вообще все наши гипотезы, предпосылки, наши результаты, наши планы. Пожалуйста, вот переходите, смотрите. По этому плану, если все пойдет так, как пойдет, если не будет никаких форс-мажоров, и золото будет так же дорожать, как сейчас дорожает, и его не запретят, я надеюсь, мы рассчитываем, что через 5 лет мы сможем оперировать более чем 4 сотнями точек Goldex Point, где часть будет наша, часть будет франшизная с партнерами, часть будет розничным франчайзи принадлежать, мобильные сервисы, которые, возможно, получат совершенно отдельный импульс развития, потому что некоторые инвестиционные фонды заинтересованы в развитии именно онлайн-витрины, заинтересованы в том, чтобы мы из этого сделали marketplace, чтобы мы сделали вот это вот мобильное приложение, в котором были сфокусированы именно покупатели этого золота с функцией обратной продажи. Мы рассчитываем, что будет порядка 20 тысяч активных пользователей. Для России это немного, но вот с двумя этими параметрами, с 4 сотнями точек и с 20 тысячами клиентов, мы рассчитываем, что годовой оборот по суммарно скупке и продаже золота составит порядка 36 миллиардов рублей, что принесет нам чистых дивидендов акционерам порядка 1,2 миллиарда рублей. Очевидно, что все это гипотезы, это не является инвестиционным предложением каким-то, но вы можете в бизнес-плане найти ссылку на Excel-таблицу, посмотреть наши выкладки, там все достаточно консервативно, без какого-либо фантазийности. Собственно, сейчас мы вложили в развитие этой компании порядка 200 миллионов рублей, привлекли, у нас есть 20 машин,
У нас есть все эти эксперименты, которые мы проделали в течение 1,5 лет. Вот только сейчас мы вышли на операционную прибыль нескольких точек, и, соответственно, под этот формат мы переведем оставшиеся машины до конца года. И именно сейчас, несмотря на то, что мы стартанули в 2018 году и прошли достаточно большой путь, мы выходим на публичный рынок привлечения инвестиций, потому что очевидно, что мы будем развиваться не только за счет продажи акций и привлечения денег в капитал, мы будем развиваться в том числе и за счет привлечения лизинга. У нас есть предварительные договоренности с крупными лизинговыми компаниями о финансировании нас на создание большого количества машин. Естественно, они как условие хотят, чтобы у нас был какой-то серьезный капитал. Поэтому мы решили, что то, что мы сделали за 200 миллионов, ну, в любом случае стоит каких-то дополнительных денег. Мы провели инвестиционную оценку нашего бизнес-плана. Ну, понятно, что это всего лишь оценка, которая не может являться каким-то индикатором по продаже компании, но на данный момент мы рассчитываем, что мы сможем привлечь 360 миллионов рублей в капитал, отдав за это 24% компании. Для чего нам нужно 360 миллионов? Ну, в первую очередь 100 миллионов – это оборотные средства, потому что нам надо закупать на те точки, которые мы открываем, закупать то, чем мы там торгуем, а торгуем мы инвестиционными монетами, то есть, по сути, эти 100 миллионов будут размещены в постоянно пополняемый оборот инвестиционных монет золотых. Очевидно, что нам нужно деньги на маркетинг, чтобы развивать мобильное приложение. Непосредственно нужны деньги, чтобы его создать. Сейчас это стоит достаточно дорого, качественный продукт. То есть это, ну, по сути, продукт, похожий на брокерские мобильные приложения. Вот. Достаточно дорого все это делать. И мы хотим сделать еще 25 минимум золотоматов, для того, чтобы общее количество было близко к 50. Ну и для того, чтобы вывести на прибыль вот эти 40, там, 50 Goldex поинтов, нам нужно порядка 100 миллионов рублей. Ну, потому что эта точка требует раскрутки, рекламы, аренды помещения. Очевидно, что мы не сразу попадем в правильное место, что-то придется перемещать. Это нормальный ритейл. Вот мы оценили, что для того, чтобы выйти на операционную безубыточность, нам нужно, чтобы у нас было приложение, маркетинг, оборотные средства, порядка 40-50 золотоматов, которые работают на хорошем уровне, в хороших торговых центрах. И после этого мы сможем уже продолжить развитие нашей компании, но не за счет акционерного капитала, а за счет привлечения лизинга, за счет привлечения выпуска облигаций, которые, ну, сейчас вполне доступны на рынке. Мы знаем, как это делать. Я упоминал вначале про компанию Мосгорломбард, которая также идет по этому пути, потому что мы, когда ее покупали у банка ВТБ в 2018 году, там было 17 объектов, которые были на грани банкротства. Сейчас это 107 объектов в Москве, которые развиваются очень динамично. Компания имеет международный аудит финансовой деятельности по МСФО, имеет рейтинг надежности, имеет программу зарегистрированных биржевых облигаций, и несколько выпусков уже прошло этих биржевых облигаций. Я говорю это к тому, что мы, в принципе, знаем все, как это делать, мы это уже проходили. И поэтому вот эти все тезисы о том, что нам сейчас нужно стартануть за счет капитала, а потом мы подключим биржевое финансирование, рыночное финансирование, и они являются абсолютно реалистичными. Я хочу отметить еще один такой момент, что на протяжении вот последних 7 лет, сколько мы с партнерами занимаемся физическим золотом, у нас лучше всего получалось запускать компании и финансировать их за счет краудлендинга, за счет краудинвестинга. То есть за счет людей, которые нам доверяли, которые давали нам свои деньги, никто ничего не потерял, все получили проценты, все получили обратно возврат своих кредитов, кто-то остался с нами в качестве акционеров, и нам максимально комфортна именно форма коллективных инвестиций, а не работа с какими-то крупными олигархами или там финансовыми корпорациями, потому что все-таки
бизнес, который мы развиваем, он нуждается в гибкости, потому что вот мы взяли, запустили витрину, такая, о, витрина заработала, давай мы еще чужое золото будем продавать, все, продаем чужое золото. То есть, если бы мы работали внутри какого-то корпоративного бизнес-плана, мы бы ничего не добились, потому что нам бы пришлось полгода доказывать о том, что вот надо это запустить, а это не надо запустить, и этот крупный инвестор еще бы требовал от нас какого-то там соблюдения неконкурентности со своим бизнесом. Поэтому мы пришли к выводу о том, что нам проще повторить то, что мы делали с Лот Золото в 2016 году, с Мосгорломбардом в 2019-2020 году, сейчас сделать такую же точную историю с народными инвестициями и запустить этот бизнес. Я передаю слово Евгению, который непосредственно расскажет о инвестиционном предложении. И единственное, вот я прокомментирую в конце последний пункт, к чему мы стремимся, нашу стратегическую цель. Евгений. Да, коллеги, еще раз, Дим, спасибо. Коллеги, у нас была зарегистрирована совсем недавно доп. Эмиссия акций, привилегированных и обыкновенных. Чтобы было понимание, у нас привилегированных акций не так много, их 10 тысяч штук, и обыкновенных 20 тысяч штук. Все, они прошли всю регистрацию, и исходя из оценки компании предварительной, которая была сделана, и тех денег, которые в принципе нам нужны на развитие, мы определили определенную стоимость акций. Там есть минимальные пакеты акций, которые мы готовы продавать, даже при том, что какая-то часть инвесторов сейчас вошла в пул закрытой подписки, при всем при этом даже все другие любые желающие смогут приобрести эти акции там на определенных условиях с нашей дочерней компанией, которой непосредственно я руковожу, от T-Mobile. Вот. По привилегированным акциям, которые отчасти больше кому-то интересны, и они имеют свою особенность, как неголосующие акции, у нас зафиксирован минимальный в дивидендной политике минимальный дивиденд в размере 1000 рублей на одну акцию, но планируем мы выплачивать, конечно, больше, это зависит от решения собрания акционеров. По обыкновенным акциям они более склонны, скорее всего, исторически сложилось, к стоимости роста. И даже по самым минорным оценкам мы стремимся и думаем, что за 5 лет это должно быть x10, да, то есть и стоимость акции должна быть достаточно высокая. Да, потом можно там ее будет дробить и так далее, но в любом случае ваш капитал вложенный, он умножается в 10. Это можно хорошо отследить по фин-модели, которую мы представляем в нашем бизнес-плане. Можно понять, почему, собственно, за это время эти акции будут стоить именно столько. В условиях, то, что пакет из 10 тысяч акций там, дает место в совете директоров компании, можно как независимый директор привлекать человека, это все тоже обсуждается. Самое важное сейчас, уважаемые коллеги, кто дотерпел, кто дослушал до самого конца и, в общем, кто еще это, возможно, услышит, хочу сказать, что для первой волны акционеров, для тех людей, инвесторов, с которыми мы уже давно работаем, мы готовы продавать акции с определенным дисконтом к этой цене. Для всех это будет, для каждого это будет индивидуальное предложение, потому что очень большая группа лиц, которые давно наблюдают за нашим проектом и давно участвуют в наших различных других бизнесах. Мы им за что очень благодарны, потому что они вместе с нами строят по факту такую большую компанию. И частый вопрос от инвесторов, который звучит, а когда можно будет выйти из акций, да, то есть чтобы зафиксировать прибыль, я сразу же восхищаю этот вопрос. Я скажу, что мы планируем, если брать стандартное развитие, то это при выходе на
биржу, такое как бы локальное IPO, когда мы делаем, это стандартные условия. Есть еще один из вариантов, это когда мы будем привлекать следующий раунд, поправьте меня, если не говорю, раунд атом, да, то есть когда следующий крупный институциональный инвестор захочет, в общем-то, выкупить акции у первой волны акционеров, тут, скорее всего, мы тоже будем давать такую возможность. Вот, ну и Дима, наверное, сейчас как раз прокомментирует тот самый пункт. Дим. Да, коллеги, я прокомментирую этот пункт, то есть как мы считаем возможным выйти на оценку 150 тысяч рублей за акцию, ну или если они будут раздроблены на какой-то все равно такой уровень. Ну, смотрите, мы на прошлом слайде, на позапрошлом, я сказал, что мы посчитали, как мы будем работать на рынке, если у нас будет 400 точек по добыче золота в крупных торговых центрах России. Нам всего лишь нужно забрать половину из существующего рынка скупки, даже не половину, а где-то треть. Это без учета роста, потому что, как я уже на первом слайде сказал, что существующий рынок скупки – это 75 миллиардов рублей в год, при общем объеме золота на руках у населения порядка 7,5 триллионов. То есть продажа и скупка у нас примерно там дают соотношение 2 к 1, то есть продажа на золото мы рассчитываем в 2 раза больше продавать, чем мы сами добываем, то есть используя наши каналы продаж для работы с недропользователями. Так вот, для того, чтобы купить золото на 12 миллиардов, в общем-то, это не такая большая проблема, потому что на сегодня лот золота скупает вот наша компания, которую мы основали в 2016 году, скупает золото на 15 миллиардов рублей, но она скупает на второй руке. То есть у тех компаний, как мы, которые работают на первой линии, то есть работают непосредственно с клиентами. То есть для нас эти цифры, они абсолютно не кажутся какими-то недостижимыми. Там продать золото на 24 миллиарда рублей в принципе вообще не проблема, потому что мы за несколько месяцев без рекламы, без нормального сайта, без приложения продали золото уже там на 115 миллионов рублей, когда нас никто не знает и никто не видит. Это тоже с учетом дедоларизации, которая идет в нашей стране, и того, что на руках у населения там на 8 триллионов рублей находится долларов и евро, с учетом того объема усилий, которые правительство прилагает к тому, чтобы заменить эти деньги на российское золото, это тоже все достижимо. То есть на растущем рынке даже не самая эффективная команда будет быстро расти. А мы очень эффективная команда, которая, в отличие от всех конкурентов, которые могут выйти вслед за нами, имеет гигантское технологическое преимущество, которое выражается в маркетинговом восприятии нас потенциальными клиентами. Это как такси, что если раньше это был маргинальный бизнес, стояли ребята в кепках, которые крутили ключи на пальцах, то сейчас все это через приложение, кнопочки, интеллигентно и очень комфортно пользуются все. Это стало commodity, такси это commodity. Золото сейчас пока что это сакральный процесс купить и еще более сложный процесс продать. И вот наша задача максимально всем про это рассказывать и максимально вывести на передний край доступные точки по обмену золота на деньги. Естественно, мы заберем таким образом существенную долю рынка, при этом мы даже не будем конкурировать с ломбардами, потому что у них все-таки другой бизнес, это как кино и театр, а сейчас интернет, все эти сущности существуют параллельно, кто-то растет, кто-то нет, но тем не менее. Так вот, с учетом того, что все эти показатели по обороту достижимы, естественно, оборот, он дает прибыль. Так вот, компания, которая достаточно быстро растет, имеет технологическое оборудование, технологические онлайн-площадки по продаже, базовых клиентов, развитие точки и чистый доход 1,2 миллиарда рублей после уплаты дохода, ну, в любом случае она по самым даже скромным оценкам будет стоить порядка там 20-25 миллиардов. С учетом того, что это технологическая компания. Понятно, что это, в отличие от золотодобычи обыкновенной,
это компания, которая ну, практически не имеет пределов по росту. Так вот, достичь 20 миллиардов оценки через 5 лет активной работы вполне достижимый показатель. И в этом случае, если сегодня мы имеем оценку 2 миллиарда и стоимость акций 14 тысяч, ну, соответственно, будет компания стоить 20 миллиардов, акция будет стоить 150 тысяч. Поэтому все это абсолютно достижимые показатели, к которым мы стремимся и приглашаем вас с собой. И еще один очень важный момент, вот я закрываю этим наше выступление с Женей, это возможность бесплатно получить наши акции. Эта возможность доступна только сегодня, и мы приглашаем потенциальных агентов, партнеров, которые могут помочь нам реализовать эти акции, привлечь инвесторов, привлечь партнеров, акционеров. Мы готовы на работу с агентами по агентской схеме. Поэтому если даже вы сегодня для себя не готовы по каким-то причинам акции покупать, вы совершенно спокойно можете найти того, кто их готов купить. Мы сами сделаем всю работу, мы проведем встречи, презентации, такая же будет демонстрация. Даже можно у нас в офисе закинуть в золотомат свои старые изделия. И в случае продажи вы, естественно, будете получать вознаграждение в виде акций. То есть не в виде денег, а в виде акций. Вы можете написать Евгению, вот его почта. Но я хочу заметить, не за изделия, которые вы бросите в золотомате, а именно за продажу акций. Ну, кстати, Жень, мы с тобой не рассказали еще об одной очень важной истории, что почему компании растут. Когда у тебя в руках iPhone, ты понимаешь, что акция Apple чего-то стоит. Когда у тебя перед глазами и в стране 400 точек, которые занимаются обменом золота, продают монеты, скупают, то в любом случае мимо нас по этим торговым центрам, которые нам Кирилл показывал, ходят и потенциальные инвесторы. И один из KPI, который мы возлагаем на работу консультанта, это в том числе рассказ о нашей компании как об инвестиционном проекте. И я вам могу так сказать, что вот здесь было написано, что у нас было порядка 14,5 тысяч уже проведенных операций, 3,5 тысячи сделок. И вот эти люди, которые нам продавали свое золото, они уже сами, им было это интересно, и они выражали, задавали нам вопрос: ребята, а что за бизнес? Я хочу у себя там в Саратове или у себя там в Красноярске открыть такую же точку. То есть это поможет нам и привлечение инвесторов, и развитие франшизы. То есть мы сами себя будем развивать, потому что офлайн, он уже стал дешевле, чем онлайн. Если ты присутствуешь в офлайне, то есть с одной стороны у тебя есть проблемы, то, что тебе надо много денег потратить на рост, потому что надо купить машины, расставить, это все время деньги. Но с другой стороны, ты получаешь совершенно сумасшедшее преимущество по отношению к другим конкурентам. Коллеги, спасибо вам большое за внимание. В принципе, мы закончили. Еще раз, телефон Евгения у вас есть, плюс вы все получили каким-то образом приглашение на сегодняшнюю встречу. Можете написать просто в письме, там тоже все контакты есть. Я хотел бы, может быть, еще там несколько минут потратить на вопросы и ответы. Я не вижу вопросов в чате. Мне это говорит о том, что либо все понятно, либо ничего не понятно. Коллеги, поэтому я прошу, если у кого-то есть вопросы, поднимайте руку или просто включайте микрофон и задавайте. Спасибо. Первый, кто задаст вопрос, получит дополнительно 5% скидку на наши акции. Дима, у меня вопрос. Вот. Скажи, пожалуйста, да, кстати, прозвучало очень, ты сказал там про, что у нас 20 машин, а до этого говорил 17 машин. Есть вот эта история Global, надо, наверное, нашим коллегам и потенциальным инвесторам пояснить, что есть история еще у нас и про международную там компанию, но при всем при этом у нас есть машины, сейчас пилот идет, это и в Индонезии, да, то есть который очень потенциально интересный, и мы там, скорее всего, выступаем как вендор, но не как, там, может быть, партнер. Есть машина та же в Дубае, которая под брендом Мосгорламбанка. Сейчас, Жень, я понял, извини, пожалуйста, вот там у нас в онлайне Кирилл показывает. Кирилл, что это у нас происходит здесь? Кто-то нам продает золото? Да, у нас уже третья оценка подряд идет за наш вебинар.
Сейчас девушка в прямом эфире оценивает изделие. По-моему, если я не ошибаюсь, это было золотое кольцо. Да, это было золотое кольцо. И можешь сейчас спросить у нас- этой девушки, как она вообще воспринимает наш проект и что она думает про нашу машину? Да, с вашего разрешения можно задать вам несколько вопросов. Как вам наш Золотомат, где вы о нем узнали? Я шла из ленты просто каждый раз. Смотрю, стоит такой чудо. Подумала, что Поближе, у меня Кирилл. валяется мешочек с изделиями непонятными, Мгм. сломанными какими-то, ненужными, золото, серебро. И решила отнестись туда. Правда, это уникальная машина. Спасибо вам за доверие. Слушай, здорово, мимо, здорово. увидели, Ребята, круто. это не подстава, это... То есть это не срежиссированная история. Это реальный клиент. Ну, это нормально, потому что мы скупаем в день достаточно много золота. Это машина номер 10, если я не ошибаюсь, да? Да, да. Ну, давайте я покажу просто. Ну, вот 10-я машина, вот мы... нет, это не то. Вот это вот, да, это барышня, вот это сзади стоит Кирилл. Но барышня невысокая, поэтому мы немножко ее целиком не видим. Давайте вернемся к вопросу про иностранные машины. Значит, я хочу сразу пояснить такой момент. Сейчас мы говорим только про российский бизнес, а у Goldex это только российский бизнес, все, что с ним связано. При этом, да, у нас есть Goldex Global, и мы такие же проекты, как в России, запускаем в других странах с разными партнерами, с разными бизнес-моделями. Вот сейчас я хочу показать вам пример по Дубаю. Вот у нас есть машина одна в Дубае, одна в Индонезии. Это крупная сеть Пегадаян, которая является монополистом индонезийского рынка ломбардов. У них порядка 3500 отделений, и они хотят еще порядка 10 тысяч отделений открыть в ближайшие 5 лет. Они очень долго искали технологию типа нашей. В итоге нас нашли, мы с ними 2 года общались, отправили туда машину. Они ее испытывали с ноября месяца, каждый день они с упорством туда запихивали изделия и смотрели, что с ними происходит. Ну вот так это выглядело, вот это офис этой компании международный Пегадаян. То есть там мы проходим сейчас испытания. Мы прошли первый этап, нам сообщили, что их все устроило, что машина работает. Вот нас повысили, теперь перенесли в другой офис, где работают другие парни и девчонки индонезийские. Вот. И сейчас у нас такой пересменок. Там в течение полугода жил наш инженер, и, соответственно, он помогал в этом проекте. Также машина есть в Дубае. Вот. Вопрос вижу про МНТП. Значит, у нас есть программа по работе с ранними участниками проекта GoldMint. Об этом мы проведем отдельный семинар. Обязательно пришлите нам запрос в Telegram или в почту. Проект GoldMint, он был посвящен криптовалюте, связанной с обеспеченной золотом. Он в данный момент технически работает, но Goldex это спин-офф этого проекта, с ним никак не связаны, но тем не менее мы для владельцев МНТП приготовили отдельную программу. Окей, какие есть у нас еще вопросы? Кто-то может нам их задать? Коллеги, не стесняемся. Вы же здесь находитесь, значит, вам это должно быть интересно. Алло, здравствуйте. Меня слышно или нет? Да, вас слышно. Здравствуйте. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, чтобы купить ваши акции, а я не нахожусь в Москве, я должна приехать к вам в офис? Как это практически? Евгений. Я отвечу на этот вопрос. Смотрите, как это делать. В принципе, это у нас, во-первых, все любые договорные наши там обязательства мы делаем очень активно и успешно с помощью курьерских служб там предоставляется. Если вы не входили в закрытый список на ООО Goldex, можете там приобрести это у T-Mobile по договору купли-продажи. Единственное, что с отсрочкой отгрузки самих этих акций, потому что должна закрыться эмиссия акций на самом АО Goldex. То есть вы можете
зафиксировать стоимость акций на сейчас, но вам их отгрузят, обычно это в течение года, да, то есть это делается это отгрузка, и передать мы их вам сможем как раз именно либо на ваш брокерский счет, это немножко сложнее, я уже из опыта говорю, либо вариант, это если вы пройдете идентификацию у регистратора, мы это тоже поможем, у нас как раз именно Кирилл Харыбин занимается сопровождением инвесторов, и мы полностью с вами пройдем весь путь, вам обязательно поможем открытие счета, допустим, у регистратора, даже удаленно, но один раз документы там придется все равно подписать, либо при поездке в Москву, либо же с помощью с какой-то цифровой подписи. Там есть такие возможности. Я более подробно вас могу проконсультировать. Опять же, вот Дима сказал, что можно обращаться ко мне. Всем участникам, кто зарегистрировался у нас на мероприятии, мы разошлем презентацию. Там в конце презентации будут мои контакты, если вы не знаете их. Но я думаю, что вы должны знать мои контакты. И я как раз именно по этому поводу помогу, сопровожу вас по получению этих. В общем, короткий ответ. Обращайтесь к Евгению. Мы, естественно, сделаем все, чтобы обеспечить этот процесс даже без визита в Москву. Я думаю, что это достижимо. Друзья, еще есть какие-то вопросы у нас по бизнесу, по развитию, по экономике, по технологии? Дима, у меня к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста. Вот, Ты очень хочешь, видимо, скидку на акции получить, 5%. Я так да, понимаю. как тоже не хочет. Все хотят получить скидку на акции. Скажи, пожалуйста, может быть, нам провести еще отдельный какой-то такой... Это, кстати, господа, это проба пера, вы нас не судите строго, мы практически чуть ли не экспромтом это все запустили. Вот. Дальше у нас будут более такие глобальные истории, где мы там еще более подробно будем рассказывать. И, возможно, я вот отчасти постараюсь провести какую-то встречу, и где расскажу более подробно об операционке, то есть как процессы выстраиваются, что мы делаем, да, то есть я считаю, что вот это, ну, некая открытость перед вами, да, то есть она вам позволит более глубоко понять вообще, чем мы занимаемся, почему этот бизнес, ну, он по факту может быть вечным. Я не очень понял твой вопрос, но я тебе отвечу. Я считаю, что... А я тебя спросил, говорю, не провести ли нам? Да, вот, я считаю, что... Да, конечно, Евгений. Я очень много проводил переговоров насчет нашей технологии, и я могу сказать, что одно дело услышать, другое дело увидеть. Вот у нас есть сайт goldexrobot.ru, все очень просто, goldexrobot.ru. Там есть адреса машин. Если вы в Москве, то для того, чтобы, если вы живете или проездом находитесь в Москве, для того, чтобы понять вообще перспективность нас как компании, просто найдите время, хотя бы там пару часов, и посмотрите, что у вас есть ненужного в вашей шкатулке с золотом или где вы это там храните, и приходите, нам это продайте. Или попробуйте, хотя просто... И даже если вы в Санкт-Петербурге находитесь, в ближайшее время мы делаем там перестановку наших аппаратов, пожалуйста, собственно, приезжайте, смотрите. Невозможно в скором времени это будет и город Казань. Да, мы расширяем эту географию, поэтому вот для того, чтобы принять правильное решение, познакомиться с продуктом компании, обязательно следующий шаг после этого вебинара, вы можете связаться также с Женей или с Кириллом, они помогут вам, сориентируют, подберут ближайшую точку, и в принципе вы там с ними можете встречаться, потому что я глубоко убежден, что для того, чтобы понять, что это такое, вы должны сами это прочувствовать. Когда вы на себе прочувствуете этот волшебный миг, когда вам не надо ходить в ломбарды и просто достали какую-то старую ненужную вещь, абсолютно ненужную, которую вы не будете нигде носить никогда, и продали нам свою цепочку, колечко или оценили слиток и получили сразу на карточку мгновенно деньги, вы поймете, что миллионы россиян, и тем более россиянок, будут нам с удовольствием отдавать свое золото, потому что оно у них есть, оно им не нужно,
ходить по ломбардам они не хотят. Поэтому, да, надо рассказывать про операционку, Жень, но мне кажется, что надо все-таки больше уделять внимание продукту. Давайте вот пару вопросов у нас появилось. Можете прокомментировать, что такое АП? Я не очень понимаю, что такое АП. Вот я... Акции привилегированные, Дим, это тебе перевожу на русский язык. Понял. Я думаю, что это будет и то, и другое. То есть, если посмотреть на Сбербанк, у него котируются и обычные, и привилегированные. На самом деле, обычные акции обычному человеку, вот на мой взгляд, они не очень нужны, потому что обычные акции нужны тому, кто хочет консолидировать серьезный пакет для того, чтобы принимать участие в управлении компанией, чтобы иметь местный совет директоров. Собственно, это может повысить, ну то есть очевидно, что если ты покупаешь привилегированные акции, то у тебя их будет продать возможность только, наверное, при выходе нас на IPO какое-то, да, это... А вот то, что Женя говорил по поводу того, что выйти на ближайших раундах, когда к нам будут приходить стратегические инвесторы и будут пытаться консолидировать этот пакет, все-таки это больше касается акций обыкновенных. Но при всем при этом я считаю, что и обычные, и обыкновенные будут примерно находиться на одном уровне просто по одной простой причине, что стоимость акций отталкивается от того, сколько компания зарабатывает, умноженного на некий мультипликатор технологичной компании или это ритейл какой-то обыкновенный. Вот я привел пример, что мы хотим зарабатывать порядка миллиарда и быстро расти. Это даст оценку 20, но этот же миллиард распределяется в том числе и на владельцев обыкновенных акций, и на привилегированных. Просто привилегированные имеют привилегию, что если мы не заработали миллиард, то мы все равно 1000 рублей с акций должны будем заплатить по дивидендной политике. А я думаю, мы достаточно быстро уже перейдем этот порог, и то, что Женя говорил, что выплаты будут больше, это, скорее всего, так и будет. Поэтому, да, это касается и обыкновенных, и привилегированных. Следующий вопрос, будет ли франшиза или нет. Да, франшиза точно совершенно будет, но она будет тогда, когда мы отработаем технологии сами на себе. Вот сейчас у нас в операционном управлении 6 машин, до конца года будет 17. Машина сложная, машина, не буду скрывать, постоянно нами модернизируется. Вы видели, что мы даем прямую обратную связь на производство, и поэтому машины сделаны 1,5 года назад и сегодня. Внешне, да, это такой же точно холодильник ЗИЛ, но внутри там все меняется постоянно. Поэтому давать франшизу мы будем только тогда, когда будем понимать, что машина будет стабильно работать, и первое. И второе, когда у нашей франшизы будет существенная ценность в виде налаженных онлайн-каналов, когда мы сможем предложить франчайзи методологию, при которой он покупает машину, мы ее отмечаем на точке, что вот появилась новая точка, и к этой точке пойдут люди. То есть экономика франшизы должна быть совершенно четко отлажена, понятна, и тогда мы точно совершенно ее запустим, розничную франшизу. А франшиза корпоративная, она немножко другая. То есть вот когда я говорил про проекты со Сбером, с Альфой или там с Ювелир ТВ, это немножко другое. Здесь мы просто делаем с ними такой joint venture, совместный бизнес, не отдельный. То есть это находится в контуре акционерного общества, то есть акционерное общество вешает на себя эту долю в этой дочке, но этим всем управляем мы. Поэтому рыночная франшиза это примерно 24-й, конец 24 года, такая розничная. А франшизы такие корпоративные мы уже сейчас активно продвигаем. Кирилл нам что-то хотел показать. Кирилл, что у тебя там происходит в прямом эфире? Все то же самое, оцениваемые изделия перешли к серебряным. А какие-то вы показываю продали процесс. уже, да? Там было недостаточно золота. Ну окей. Такое тоже бывает. Если обратили внимание, 14,5 тысяч испытаний, сделки произошли только в 3,5 тысячи случаев. То есть много очень ситуаций, когда люди думают, что оно золотое, оно не золотое. Или когда они знают, что оно не золотое, они пытаются нас убедить в том, что оно золотое. У нас есть один охранник в этом как раз торговом центре, где Кирилл находится. Он уже, знаете, с завидной регулярностью по ночам таскает какие-то монеты и пытается нам их втюхать. И мы каждый раз, машина говорит, слушай, это не настоящий. Но он такой упорный парень, мы уже всем офисом за него болеем. Все-таки удастся ему нас обмануть или нет. Окей, а какие еще вопросы, коллеги?
Я пока вопрос там, если пишет кто-то, я хочу заметить, это тоже не так давно выявлено одно из наших преимуществ, то, что мы можем по факту работать круглосуточно, потому что вот в торговых центрах продуктовые магазины работают, ну, лента та же самая, да, то есть в крупном торговом центре или перекресток, они работают круглосуточно. Соответственно, если машина стоит рядом, у нас уже стали достаточно частые сделки, проведенные в 11 вечера, в 12 вечера. Это отличительная черта, потому что по законодательству, например, ломбарды могут работать только до 22 часов. Вот. И как показала практика, востребованность такой машины даже в такое время она присутствует. Окей. Слушайте, ну я вижу, что вопросов больше нет. Мы на самом деле достаточно динамично поработали, пообщались. Если у нас есть вопрос, пожалуйста, вы его задайте, потому что мы сейчас будем отключаться, потому что, как говорится, хорошенького понемножку, мы не в первый раз, не в последний, значит, общаемся. Если у вас есть интерес просто побыть сейчас нашим агентом, это совершенно нормальная ситуация. Мы заключаем официальные договора, вы можете нас порекомендовать. Но все-таки мы надеемся, что вы готовы стать нашими инвесторами, нашей компании. Я обязательно завтра или же, возможно, может быть, и сегодня у нас получится сделать рассылку по всем, кто регистрировался на мероприятие, кто получил напрямую ссылку на наше мероприятие, там, да, имеется в виду на Zoom, мы тоже отметим. Но и, пожалуйста, я сейчас тоже напишу свою почту, пишите, запрашивайте презентацию, и если вы уже готовы стать инвестором нашей компании, пожалуйста, welcome, мы очень будем рады. Да, все, спасибо большое. Так, Мосбиржа недавно открыл площадку для внебиржевой торговли. Планируем... Жень, это к тебе вопрос. Секундочку, да. Да, я в курсе об открытии этой площадки. Мы очень долго, в принципе, и общались с этими людьми, которые это все открывали. Еще, по-моему, весной прошлого года OTC-площадкой. Да, возможно, мы будем стремиться туда. Нет пока каких-то определенных сроков. Насколько я знаю, на этой площадке сейчас торгуются акции там только очень небольшого количества компании, но так как мы офферы от бирж получали, наша компания еще получала весной прошлого года, то мы, конечно же, уже в этом и сейчас мы очень плотно работаем и с Московской биржей, и с Санкт-Петербургской биржей. Вот. Но продавать компанию, как говорится, на данном этапе, там, да, то есть это вот нам комфортнее пока именно делать крауд, вот этот инвестинг, да, то есть то, к чему мы привыкли, то, что мы умеем делать. Да, хочу сказать, что, возможно, в ближайшие там 2 месяца появятся еще новые инструменты инвестирования. Об этом мы тоже как бы сообщим. Вот. Все это расскажем. Коллеги, ну смотрите, я про биржу прокомментирую. Все-таки наличие, ну, речь о том, что вот вопрос так, что вот я сегодня деньги отдал, заплатил, а когда я их получу обратно? То есть должна быть какая-то ликвидность. Это все правильно, понятно, справедливо, но мы делаем упор, и вот с Женей как раз сегодня вам рассказывали о том, что мы строим дивидендную модель бизнеса. То есть сейчас история с биржей, история с стратегическим инвестором, вот в данный момент, в ближайшие, вот я уверен, пару лет, это не самое лучшее время туда соваться, потому что ликвидность не очень большая, а вот зарабатывать, получать дивиденды на свои ценные бумаги, вот мы очень хотим разгонять стоимость своих акций именно за счет дивидендов, которые мы сможем заработать и выплатить. Потому что вот от этого мы хотим отталкиваться. А заработать, если у тебя там мало бизнеса, ну, будет тяжело. Вот, поэтому вопрос, как обеспечить ликвидность, это отдельно. То есть это вопрос отдельного инвестора, который может отдельно обсудить это с Евгением, какие-то варианты, сценарии, что-то похожее на там обратный выкуп мы готовы предложить. Если речь идет о, там, когда мы разместимся на бирже, вот честно не знаю, потому что у нас сначала пройдет размещение Мосгорломбарда,
И то мы его откладываем, все время откладываем, потому что, ну, ситуация, сами видите, не самая хорошая, и мы пока что не смогли по Мосгорломбарду реализовать все свои планы, которые должны были реализовать до выхода на биржу, именно с тем, что возникают разные форс-мажоры. Вот. Но я глубоко убежден, что по аналогии с Ираном, с тем же, московская биржа будет расти бешеными темпами, как, ну, там, в ближайшие годы, да, потому что мы видим, как это происходит, когда страна, скажем так, имеет закрытый контур, и внутренняя биржа Ирана прекрасно растет. Потому что людям, ну, просто девать деньги некуда, потому что нельзя сейчас купить там акции Теслы безболезненно или проинвестировать в американский долг и так далее. Поэтому, конечно, будет появляться много новых площадок, мы будем смотреть за моментом, но пока у нас работает развитие дивидендной модели и фандрейзинг идет за счет наших прямого такого общения, биржа нам не нужна. Но лет через 5 подрастем и выйдем на нее. А все, что до этого, ну, это надо обсуждать отдельно. Окей, спасибо вам большое. Я надеюсь, что Спасибо, вы просто коллеги. не задали вопросы, потому что вам все понятно. А раз все понятно, значит, вы готовы вместе с нами двигаться, раз вы досидели до конца. Потому что если бы не готовы были, непонятно, зачем вы тут были 1,5 часа. Всегда можно задать нам вопрос, подъехать в офис, подъехать на точку, принять правильное решение и зайти. Женя, может быть, мало на этом акцентировал внимание. Почему это надо делать сейчас, а не потом? Последний тезис. Дело в том, что сейчас вот те цены, которые были написаны на экране, это оценочная стоимость. Сейчас, естественно, есть скидки для ранних инвесторов. Женя об этом сказал, но не назвал конкретику, но они существенны для того, чтобы... Я сказал, Дима, я сказал, индивидуально мы с каждым обсуждаем, это зависит от количества акций, это зависит от того, есть ли в каких-то других инструментах человек, то есть это от нескольких параметров. Поэтому готов с каждым лично пообщаться, готов дать хорошие, красивые условия. Поэтому, пожалуйста, да, обращайтесь. Все, да. Спасибо большое, всем до свидания. Все, всем пока. Recording stopped.